Добрый день, уважаемые дамы и господа. Данный ролик посвящен в данном случае мне, да, краткая история. Кому-то это важно, кому-то это не важно, для тех, кому это важно. Более подробную информацию можно найти на моем научном сайте, на сайте ученого, menее.com. В данном случае, да, на сайте ученого в основном, конечно, с научной точки зрения, об эзотерике там почти ничего нет. В данном случае краткая история, немного с точки зрения эзотерики. Если говорить в целом, то по большому счету, что делает человек, да, если он знаком с эзотерикой, он следует своему пути, да, он следует своему предназначению. И можно сказать, что вначале, конечно, судьба ведет, да, потому что ты не понимаешь ее закона. Когда ты понимаешь ее законы, ты стараешься наилучшим образом следовать этим законам, да, следовать своему предназначению, для чего ты, собственно, на земле родился. И в этом плане есть свои закономерности. Почему в такой-то стране, у таких-то родителей, в такое-то время. Но если ближе к эзотерике, то несколько ключевых моментов, надеюсь, они будут интересными. Поступление в институт. У нас есть, да, в Харькове институт Каразина, да, университет Каразина основной. Я сколько раз туда заходил, ни разу в жизни не видел швейцара. Я видел его один раз в жизни. Когда я пришел туда поступать, сдавать документы, он меня не пустил. Да я там на второй курс, да, переводился. Появился швейцар, говорит: нет, не пущу. С тех пор, сколько я там не был, швейцара никогда не видел. Я поступил в другой институт, это институт радиоэлектроники. Документы у меня принимал человек, который затем был моим наставником по йоге, затем он был проректором, Колубай Станислав Константинович, я был проректором по науке. Да. Случайностей, в принципе, не бывает. Где я обучался, да, с одной стороны, прикладная математика, да, это программирование плюс математика, и дальше аспирантура, это искусственный интеллект. Фактически, как смоделировать работу сознания человека, как это запрограммировать. Ну, затем параллельно школа йоги, академия йоги и изучение того, что есть в этой сфере. Большинство встреч, которые были на этом пути, они абсолютно такие не случайные. Где-то в 92 году с Академией йоги я попрощался, такой непростой период, как определиться, да, куда же ты дальше идешь. Да, то есть у тебя была система координат, да, определенная, там, программа, наставники, правила, и нужно было прокладывать новый маршрут. Такой период не самый простой, но с другой стороны, да, новые мысли. Да. Вот в этот период начата работа над первой книгой, то есть основная работа по эзотерике, которая была подготовлена, это «Законы Творца», желающим могут с ней познакомиться. Фактически все остальные книги, они следуют из нее. Да? То есть «Законы Творца» по большому счету картину в целом, в полном диапазоне представляют, начиная, что такое энергия, и дальше там строение человека, законы всевозможные, там, философия космоса и многое другое. Все остальные работы — это детализация, там, превращение в учебные программы, ответы на отдельные вопросы. Да? То есть, когда я попрощался с Академией йоги, то технологии именно получения информации, там, подготовки материала, там, использования ассистентов, да, что ускоряет процесс, упрощает процесс. Да. Началась работа по книгам. Был отдельный период, скажем, такой озарений, да, в науке люди его описывают, когда, там, скажем, Архимед Эврика, да, из ванны выскочил, по городу побежал. То есть человек, он видит, понимает, ощущает, вот оно решение той задачи, над которой ты бился. У меня такой период был достаточно долго. Ответы на те вопросы, которых, ну, нет в йоге, там нет, да, в эзотерике, там, как устроена энергия или какие-либо другие, там, космос как устроен, да, или духовные законы, да, что угодно. Да, они просто яркими картинами возникали, это приятное чувство. И вот в этот период формировался фундамент
всех представлений и нашей школы. Да, с 1993 года начало работать наше направление, и основные цели, которые были тогда сформулированы, они остаются справедливыми и сейчас, меняются, может быть, детали, там, тактика, механизмы. Цель номер 1 – это максимально эффективное развитие человека. То есть задача была, да, то есть и знания какие-то есть, на что опираться тоже уже было на этот момент. Задача была разработать такую систему знаний, да, и такую программу подготовки, которая могла бы дать человеку намного больше, чем то, что есть на данный момент. Да, конечно, максимальные результаты получали люди, если они там ушел в ашрам и с утра до вечера тренируешься. Да. Нет у современного человека такой возможности. Да. Поэтому как? Используя ограниченное время, которое человек может выделять на тренировки, да, в рамках вот своей жизни, современный человек, как создать такую программу, которая позволила бы дать человеку максимум, максимальную отдачу, максимальную скорость роста, что все это можно было бы применять в своей жизни, да, во взаимоотношениях, самореализации, да, потому что когда у тебя 24 часа в сутки на медитацию, проще на этом сконцентрироваться, да, когда жизнь другая, задачи решаются иначе. Поэтому задача номер 1 – это максимально эффективное развитие. Ну и фактически сейчас мы ее заканчиваем, мы готовим наши программы к тиражированию. Вторая задача – это вот жизнь человека. Да? Как сделать, чтобы можно было бы, вот организация, вот коллектив заинтересованных в развитии, да, людей мог бы дать максимум. Да, как формировать взаимоотношения, как формировать традиции, образ жизни и все остальное, все, что касается судьбы человека, как вот это делать наилучшим образом. И третья задача – это максимальное влияние на общество. То есть понять, каким общество лучшее из возможных, да, может и должно быть. Да, что такое золотой век, о котором там все пророки писали, и как к нему прийти, что для этого нужно делать. Это 3 направления: развитие, судьба и служение, да, то есть деятельность позитивная вовне. Это 3 основные задачи, которые, собственно, последние 30 лет, да, решаю лично я и наше направление, наш научно-учебный центр. Ну, наверное, в 2 словах достаточно. Если вы, да, начнете знакомиться с эзотерикой более подробно, то, я надеюсь, вы также сумеете для себя определить, что и ваша судьба, она тоже не случайная, что многие события, они тоже имеют, они не случайные, они имеют свои четко определенные причины. Просто человек, который, скажем, работает с эзотерикой, он учится читать жизнь как открытую книгу. А человек неподготовленный, в этом плане необразованный, для него все случайно. Случайно на голову упал кирпич, случайно там кто-то оттолкнул, случайно еще что-то. Да? Случайностей практически не бывает. Если вы ставите цель понять причины происходящего, вы эту цель можете достичь. Да? Тогда вы получаете великолепные инструменты для влияния на себя и на свою судьбу. Ну, кому интересна более подробная информация, еще раз повторюсь, сайт ученого Menie.com, но это именно с точки зрения социальной, без эзотерики, но ключевые события жизни и этапы моей судьбы, судьбы нашей организации. Если интересно, можно будет познакомиться. Спасибо, всего доброго, успехов.